когда Алиса ставила подписи под бракоразводными бумагами и в отчаянии воскликнула: «Клянусь, ты никогда больше меня не увидишь». В ее голосе слышалась агония человека, который до последнего вздоха надеялся на любовь. Давид лишь усмехнулся с холодным безразличием человека, привыкшего считать чувство проявлением слабости. Для него это была финальная точка — избавление от обременительных уз, которые он ошибочно именовал супружеством. Он даже не взглянул на нее, лишь протянул чек на $300, ничтожную компенсацию за 6 прожитых вместе лет, и сказал: «Ты не пропадешь». Тогда он искренне считал, что поступает великодушно. Прошло 3 года. 3 года, в течение которых Марк превратился из просто успешного бизнесмена в почти легенду города. Его сеть отелей стала монополией, его имя не сходило с новостных лент, его капиталы множились, а душа оставалась столь же безжизненной, как и его шикарные апартаменты на 50-м этаже. Вечером, когда он вступил в ресторан «Аурелия», заведение, куда столики резервировали за полгода, он считал себя непобедимым. Его костюм сидел безупречно, часы стоили дороже, чем квартира в престижном квартале, а рядом с ним шла Кира Роуз, юная фотомодель с безупречной улыбкой и пустыми очами, в которых отражалось лишь собственное отражение. Она щебетала о съемках, дефиле и поклонниках, а Давид слушал рассеянно, прокручивая в уме цифры грядущей сделки. Но все рухнуло в мгновение, когда к их столику приблизилась официантка с бутылкой вина. Это была Алиса, его бывшая супруга. Она застыла перед ним, и реальность перестала существовать. Алиса была беременна. Живот выдавал как минимум 7-й месяц, и ее руки мелко подрагивали, когда она сжимала бутылку. Ее лицо побледнело, под глазами залегли синие круги утомления, волосы небрежно стянуты в простой хвост, ни следа былого блеска. Она выглядела так, словно судьба беспощадно молотила ее, но она все равно держалась на ногах. Но страшнее всего были глаза. Глаза, что некогда глядели на него с обожанием, теперь взирали с ужасом, болью и тем унижением, какое испытывает человек, столкнувшись нос к носу с призраками прошлого. Когда подошла ничего не подозревающая Кира, Алиса буквально растворилась в воздухе, и Давид, сам не понимая своих действий, ринулся следом. Он прорвался через кухню, игнорируя возмущение персонала, и настиг ее у служебного выхода. Алиса пыталась сохранить спокойствие, но фразы срывались с губ прерывистым шепотом. Она жила в районе, где автобусы ездили раз в час, где вода порой пропадала, а стены домов покрывались трещинами от ветхости. Она трудилась официанткой 5 дней в неделю и уборщицей по выходным, лишь бы оплачивать крохотную однокомнатную комнату, где даже кровать была приобретена в комиссионке. Она пыталась вернуться к преподаванию рисования, но ее не брали, слишком долгий перерыв в практике. Однажды она повстречала мужчину, архитектора по имени Стефана, который казался добрым, внимательным, твердил, что грезит о семье. Она поверила. Забеременела. Он сделал предложение. Алиса решила, что судьба наконец-то протянула ей руку. Но в один ужасный день дверь открыла жена Стефана, настоящая, законная супруга, и тот коктейль из муки, стыда и вероломства, что Алиса испытала в ту секунду, оставил на ней шрам, который Давид ощущал почти физически. Стефана исчез. Сменил номер. Никакой поддержки. Никакого участия. Давид внимал и чувствовал, как внутренний мир рушится в нем, осколок за осколком. Он хотел произнести, что сожалеет, но осознавал, это лишь пустой звук. И тут Алиса сказала то, что стало финальным ударом. Когда в клинике поинтересовались, кого вписать как экстренный контакт, она назвала его имя. Потому что больше никого не осталось. Давид возвратился в пентхаус, где стеклянные стены отражали лишь его безмерное одиночество. Он просидел всю ночь у окна, впервые задавая себе вопросы, на которые прежде не желал смотреть, что он сотворил с единственным человеком, который его искренне любил. Где он был все это время? Почему не замечал, как разрушил ее судьбу? Наутро он поручил своей помощнице Монике собрать любые сведения об Алисе. К полудню перед ним лежали данные: доход ниже прожиточного минимума, 2 работы, отсутствие страховки, беременность, осложненная анемией и повышенным давлением, ухудшение состояния на фоне стресса, риск тяжелых последствий. Давид чувствовал, что захлебывается. Вечером он пришел в ресторан. Уселся за столик в секторе, где работала Алиса. Наблюдал,
как она придерживает поясницу, когда думает, что никто не видит, как тяжело дышит, поднимая поднос, как улыбается посетителям, словно ее улыбка — единственное, что удерживает мир от апокалипсиса. Когда она приблизилась к нему, он произнес, что знает всю правду, что любит ее, что был круглым дураком. Алиса разрыдалась. Не громко, а так, как плачут люди, уставшие быть несгибаемыми. Менеджер позволил ей уйти пораньше. И они отправились в крошечный ресторанчик Старой Винченцо. Там, в ароматах томатов и базилика, они впервые за 3 года беседовали по-настоящему. Она сказала, что не способна снова довериться. Он ответил, что не требует веры, лишь молит дать ему шанс доказать. Алиса выдвинула условия: никаких денег, покупающих прощения, никаких исчезновений. Только присутствие. Только честность. Только реальные поступки. Давид согласился. И принялся исполнять обещанное. Он стал ездить с ней на осмотры в муниципальную клинику, где пластиковые стулья врезались в спину, а докторы извинялись, что не могут уделить столько времени, сколько нужно. Он видел, как Алиса томится в очереди часами, как сжимает зубы от боли, как в ужасе мечется по ночам из-за давления и судорог. Он привозил еду, готовил, штудировал статьи, книги, учился пеленать. Он перекрывал графики, переносил совещания, впервые в жизни ставя человека выше бизнеса. Алиса сперва не верила. Потом привыкла. Потом начала ждать его. Когда начались роды, Давид находился рядом. Он помогал дышать, придерживал ее голову, отирал пот со лба. Он видел, как показывается головка младенца, услышал первый крик и заплакал сам, так, как никогда не позволял себе прежде. Алиса назвала сына Лукой. Давид произнес: «Хочу, чтобы он носил мою фамилию». И Алиса ответила: «В сердце он твой». Этого довольно. Через полгода они жили в доме в тихом квартале. Алиса вновь учила рисованию. Давид работал меньше, но чувствовал, что живет лучше. Лука подрастал, улыбался, тянул к нему ручки, словно никогда не сомневался, кто его отец. И однажды вечером, когда Алиса сидела на полу, раскрашивая эскиз, а Лука возился у него на руках, Давид осознал, он всю жизнь возводил империи, чтобы заглушить пустоту. А все, что ему было нужно по-настоящему, это она и их сын. И этот дом, наполненный теплом, смехом и любовью, стал его самым драгоценным сокровищем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!